Друзья, добрый день. Мы с вами вместе на канале Доктор Гинзбург. Мы продолжаем наш разговор о здоровье, стройности, долголетии. Ведем мы этот разговор довольно долго. Вы нам помогаете своими комментариями, помогаете своими вопросами. И я прошу вас быть в этом плане активным. Потому что, знаете, возникает вопрос, а о нем начинаешь думать, и вот как-то возникает такая тема, о чем поговорить, она обрастает какими-то деталями, и дальше вот уже созрел настолько, что молчать больше не можешь, и вот тут вот начинается, вот такой вот очередная наша с вами встреча. Так что от ваших вопросов очень здорово зависит вообще, скажем так, польза и продуктивность нашей с вами работы. Сегодня у нас тема довольно простая, целиком, наверное, она про стройность, хотя не разорвешь стройности здоровья. Нормальный вес. Вообще, вот что такое нормальный вес? Я для себя обратил внимание, знаете, на что? Что очень популярны, вот в моих книгах, например, очень популярными оказываются таблицы нормального веса. Все сразу начинают туда заходить, начинают смотреть, начинают сравнивать с своим весом. Вот. И я тут несколько замечаний должен сделать, потому что это немножечко такой вопрос неочевидный. Первый момент. Есть так называемые статистические таблицы нормального или идеального веса. Они были получены где-то в районе 90-х, 80-х годов прошлого века по заказу таких ведущих страховых компаний. Задача была определить ту массу тела, при которой вероятность страхового случая, условно говоря, заболевания или, там, не дай бог, гибели, минимальная. И вот были установлены такие веса для мужчин, для женщин. Я обязательно в описании ссылочку поставлю на такую таблицу, можете пройти, посмотреть. Рост, возраст и, по-моему, еще так называемое телосложение. Астеник, нормастеник, гиперстеник. И вот там появляются цифры, которые вы можете определить как вот некий идеальный вес. В принципе, плюс-минус 5% от этого идеального веса – это тоже неплохо. Вот можно уже для себя вот так вот с этим определиться. Но подчеркну, там связь не с тем, насколько вы там красиво выглядите или нормально, связь именно вот с вероятностью страхового случая. Наверное, это надежный показатель. Очень часто вы можете встретить такой показатель, как индекс массы тела. Чтобы его рассчитать, вам понадобится калькулятор. Индекс массы тела – это отношение веса, данного веса, выраженного в килограммах, к росту, взятому в метрах, возведенному в квадрат. Вот. И далее вот получается цифра, некий коэффициент, который тоже так вот по статистике довольно точно характеризует нормальную массу тела, если бы не несколько «но». Значит, первый момент. У женщин нормальная масса тела – это индекс 25 плюс-минус 5%. Вот тоже вы можете посмотреть. И вот многие говорят, и у мужчин тоже 25. А вот здесь не получается. Почему? Потому что у мужчин относительно более высокая мышечная масса тела. И мужчины с индексом 25 выглядят истощенными. У мужчин нужно, в общем-то, стремиться к индексу 27, плюс-минус 5%. Вот этот момент нужно учесть. Еще один момент. Этот показатель надежно работает в интервале роста, где-то у женщин порядка 155-170, у мужчин порядка 165-180. Если рост выше или ниже, то индекс массы тела уже может не совсем точно отражать ситуацию. Еще есть момент. Индекс массы тела показывает, например, что есть избыточный вес, но не говорит, за счет чего именно этот избыточный вес. И у мужчин довольно часто бывает ситуация, особенно у мужчин-спортсменов, при
известном таком развитии мышечной массы. У них индекс массы тела может уходить очень далеко за норму, достигать, допустим, и 29, и 30, но при этом у них мы не можем говорить об ожирении, потому что нет избытка жировой массы. Вот здесь, наверное, появляется второй показатель, который мы можем получить с помощью биоимпеданса, это состав тела. Или, скажем так, процент жировой массы. Вот это довольно точный показатель, который как-то вот вокруг веса тоже может применяться. У женщин допускается относительная масса жира порядка 20%. У мужчин допускается избыточная масса жира порядка 15%. Ну, лучше, чтобы у женщин жир был в пределах 15%, у мужчин в пределах 12%. Вот это тоже нужно учитывать. Еще довольно интересные есть показатели. Довольно здорово дело зависит от того, как этот жир распределен. То есть где его больше, в брюшной полости или, вы знаете, на бедрах, допустим, под кожей. И в этом плане даже есть такое разделение. Оно касается больше женщин, ожирение, так называемое, по типу яблока, или, ну, вернее, не ожирение, а распределение жира. По типу яблока, когда такое вот кругленькое тельце, сглажена талия, много его в брюшной полости, и по типу груши, когда так развита жировая клетчатка, вы знаете, по женскому типу: бедра, ягодицы, нижняя треть живота. Почему это важно? Тот жир, который в брюшной полости, он метаболически активен, и если его слишком много, он начинает активно вмешиваться в обмен веществ. Возникает так называемый метаболический синдром, и дальше резко повышается склонность к таким заболеваниям, как артериальная гипертония, сахарный диабет, атеросклероз и еще ряд заболеваний. Вот. Поэтому людям, у которых, женщинам в частности, у которых вот такая вот склонность к распределению абдоминальному, то есть жира много в брюшной полости, его, кстати, еще называют ожирением по мужскому типу, потому что у мужчин, если где-то жира и много, то чаще именно в брюшной полости. Вот. Им надо обратить на это внимание и постараться изменить вес, сделать его уж прям нормальным. Чем? Как определить? Самое простое – это измерительная лента. В общем-то, даже считается, чтобы поставить диагноз вот этого абдоминального ожирения, даже взвешивать не надо, достаточно измерительной ленты. У мужчин талия должна быть однозначно меньше 100 сантиметров. Если больше, то далее мы видим нарастание абдоминального ожирения и появление метаболического синдрома. У женщин талия должна быть меньше 88 сантиметров, а лучше меньше 80. Итак, у мужчин желательно, чтобы талия была не больше 92, до 100 как-то мы еще так можем простить. У женщин лучше, чтобы она была меньше 88, а еще лучше меньше 80. Вот на это надо обратить внимание. И еще очень интересный момент, тоже, в общем-то, эпидемиологически было установлено, что небольшой избыток веса у женщины по женскому типу увеличивает ее, скажем так, женственность в природном понимании этого смысла. То есть у такой женщины как-то и легче наступает беременность, и легче протекает беременность, и легче протекают роды, и далее вот послеродовый период тоже вот хороший, там и кормление, лактация, все полноценно, все очень хорошо. Есть статистические данные, показывающие, что эти женщины реже болеют метаболическим синдромом и как-то дольше живут. К этим данным я бы относился, знаете, как? Все-таки любой избыток веса снижает качество жизни, особенно в последнюю декаду. То есть если не будет проблем даже с метаболическим синдромом, будут с опорно-двигательным аппаратом. Потому что нести на себе дополнительную нагрузку тяжело и для позвоночника, и для суставов. В общем-то, это тоже выльется в проблемы. Поэтому лучше, конечно, от любого избытка веса избавляться, но надо знать, до какой степени. Вот, собственно, мы об этом сегодня с вами поговорили. Нормы мы проговорили, и ссылочки на таблицы, где вы можете все это посмотреть, я тоже поставлю.
До новых встреч. Спасибо.